Приветики, мои дорогие! Продолжаю болтовню с вами. Так как вы видите, что та же самая одежда... Ой, у меня здесь висит микрофон. Надеюсь, что не было сильно так громко. До этого я снимала видео, у меня был другой микрофон. Если ты сильно далеко делал камеру, то тогда был очень плохой звук. Вот честно скажу, я думала всегда быть блогером, влогером, как правильно это сказать, или, например, что-то варить, кушать. Это так легко и быстро, но оказывается нет, это не легко и быстро, это занимает очень-очень-очень много времени. Из-за этого не так уж это легко. Я хотела сегодня с вами поделиться, может быть, с теми, кто еще с Украины как-то убежище именно ищет. Я хотела насчет этого поделиться. Я, например, такой человек. У меня все люди, они остались людьми. Пусть они русские, пусть они немцы, пусть они в других странах, где война идет, они все у меня остались людьми. Пусть ко мне бы пришел русский человек или с другой какой-то страны человек и сказал, можно ли у вас переночевать, я с удовольствием помогу любому человеку. Но так как именно я знаю точно, что вы получите здесь в Германии, как беженцы именно. Потому что я знаю, что, например, если с какой-то другой страны кто-то приедет, это, конечно, такого не будет им дано, так как они не беженцы, а так как именно с Украины, именно украинский народ получается здесь беженство, или, как это правильно сказать, место жительства на 3 года. На 3 года получают, да. И я хотела именно рассказать, что вы получаете, как получаете. Почему я вам рассказываю, так как моя сноха, она именно этим занималась, она помогала нескольким фамилиям здесь устроиться, как устроиться и что устроиться, и как что надо сделать. Например, у нас здесь в Германии ты получаешь Wohngeld называется и Kinderzuschlag. Wohngeld это именно, вам помогает именно город. Если вам не хватает зарплаты, и они смотрят, сколько у тебя зарплаты, сколько что кто получает, и потом они доплачивают тебе. Если, например, ты получаешь этот Wohngeld, я даже не знаю, как это деньги на жилье правильно перевести, то тогда, например, в школе у деток будет все оплачиваться. Если, например, вы такое получаете, хотите приютить у себя беженцев, или, будем говорить беженцы, мне вообще не нравится это слово, будем говорить семью из Украины или из Сирии, потому что когда в Сирии была война или есть война, оттуда тоже приезжают люди, и они тоже, как считается, здесь получают вид на жительство, то вы должны знать, что тогда, например, вам вот этот Wohngeld и Kinderzuschlag, именно кто здесь живет, это получает. Kinderzuschlag, это вы получаете деньги на детей и получаете небольшую сумму еще, если они тоже смотрят, еще доплачивают вам. Но это, конечно, небольшая сумма. Я не знаю, может быть, кто-то получает большую сумму. Я только говорю то, что я знаю. Вам это уберут все, вы не будете получать. Так как, если вы берете к себе домой семью какую-то, вы идете и вам надо их поставить на учет. Или как правильно, anmelden. Кто знает в Германии, кто живет, вы знаете эти слова. Вам надо их anmelden, и тогда они уже смотрят, что вы тогда говорите, сколько вы комнат сдаете. И вы можете поставить такой антракт, чтобы вам платили за свет, за воду, и что у вас проживают эти люди. И вам будут доплачивать. Из-за этого все остальные льготы у вас убирают. Если, например, вы это не делаете, у вас просто люди живут, то вам надо найти, где их оформить, чтобы прописать. Именно это очень важно, чтобы эти люди получали деньги от государства. Получает один человек в Германии от государства 380 евро. И ни больше, ни меньше. Вам дают также такое разрешение, где вы можете идти, тафель у нас здесь называется, там дают бесплатную еду. Но я честно вам скажу, не ожидайте, что вам дадут там очень все такое хорошее, новенькое, чистенькое. Нет, оно все закрыто, все запаковано, но проблема в том, что именно это получается от магазинов, эта еда, и, например, сегодня они в эту тафель отдали, например, йогурт, и завтра у него срок годности кончается. Но вы должны знать, что в Германии срок годности делают 1-2 недели раньше, чтобы кончалось как положено, чтобы ничто не произошло, чтобы ни один другого не мог там анкляген, не пойти в суд, что из-за него я отравился и вот такое, да. Из-за этого даже если у вас йогурт стоит, прошла уже дата 1 неделя, вы можете без проблем ее еще 1 неделю, я по 1 неделю, не больше.
можно еще кушать, ничто не случится. Я вот знаю, как с колбасой, что 2 недели ничего не случится. Я тоже это знаю от, так сказать, первых, именно кто работает с этим, они мне рассказали, что я без проблем могу еще 2 недели после этого кушать. Вот. Но это, конечно, смотреть каждому по себе, кто как хочет, да, но вот именно так делают в Германии специально, чтобы не было никаких отравлений. Ну, не как специально, просто они на мазища идут, я даже не знаю как, ну, чтобы, правда, ничто не случилось. Вы оформляетесь, вас, кто, например, именно себе взял семью, вы должны все для них тогда делать. К вам может также Югендамт прийти, Вонгельштеле прийти. Югендамт — это где вот за деток смотрят, чтобы все хорошо было, да. Опекунство, или как это называется на русском, я даже не знаю. И вот они к вам придут, посмотрят, что правда все было хорошо, чтобы у вас места хватало. Например, у нас так было, что у моей швейкарин, опять забыла, как называется, сноха, да. Ну, в общем, вы поняли, от моего мужа сестра. Она у себя, так сказать, оформила этих девочек, они получили деньги, они получают так на месяц, если у вас детки есть, вы получаете больше. Там на каждого ребенка платят еще сумму, немножко больше вашей суммы. На одного человека взрослого 300-800, например, а на ребенка могут или 400 заплатить, смотря какой у него возраст, или тоже 300-800, 380 я имею в виду, или, например, 390, смотря какой ребенок, если ему каша нужна или памперсы нужны, там немножко, ну там 10-20 евро только разница, небольшая разница. Вот. Потом так получается, эта семья, например, эти девочки, которые жили здесь, они, надо найти квартиру им, и ты идешь в этот социальамт, называется здесь, и они смотрят и дают тебе окей, мы оплачиваем эту квартиру. И получаешь ты окей, и тогда ты идешь к этому человеку, который сдает эту квартиру, все это оформляется, и там могут тогда проживать дальше эта семья, или смотря кого вы к себе взяли. Вот. Что еще очень важно, например, если вы хотите пойти, например, если надо кому-то к врачу, или кто-то беременный, вам надо тоже, вы идете там, где вы оформили все в социальамт, вы получаете такую бумажку специальную, и вот с этой бумажкой вы можете идти к врачу, к зубному врачу. Потом, если вдруг вам надо к другому врачу, вам надо опять идти и брать эту бумажку. Но, например, это получается, мне кажется, на 3 месяца эта бумажка хватает. Если вы к одному зубному врачу пошли, то вам надо там оставаться. И эта бумажка будет на эти 3 месяца годная. А потом 3 месяца пройдет, вам надо опять бумажку брать. В общем, вот так вы можете помочь людям. И если вы у себя их, как я уже сказала, оформите, и они будут у вас так дальше жить, то вы можете оформить, чтобы именно вам доплачивали, так как вода, все это расход идет, конечно. И у нас здесь в Германии очень дорого вода. Вы платите не только, что вода у вас льется с крана, вы платите также, что она у вас выливается. За это вы тоже платите. Это все не так уж дешево, да. И потом вот это дается деньги этим, как сказать, этой семье, например, эта семья тогда может на эти деньги покупать, закупаться и жить дальше. Вот. Что еще надо знать? Вам надо еще знать, если вы взяли кого-то и помогаете, то вам надо так долго помогать этой семье, этим людям, пока они не станут на ноги, например, не обретут машину или нету как транспорт, где они передвигаться могут. Например, если вы берете где-то какой-то, надо куда-то ехать, что-то делать, например, какой-то врач, куда-то идти, вам надо всегда вместе идти, чтобы вы могли переводить. И это так долго длится, пока не встали именно эти люди на ноги и сами не могут как для себя, ну как это правильно делать, зорган, я даже не знаю, как это по-русски, ну как уже сами самостоятельно жить в Германии. И, насколько я знаю, дается на 3 года вам жительство в Германии, а потом уже решается. Потом оно будет решаться. Как вы получаете, это все, конечно, дальше продвижение есть. Но вот то, что я сейчас знаю, именно потому что моя
сноха, она помогала, и вот это я все именно с первых уст знаю. И так, что, может быть, каждый думает вот так легко и просто. Нет, смотря какая, например, семья, если большая семья, вы также можете квартиру получить, но проблема в том, что надо смотреть, в основном не все квартиры перенимаются. Если, например, вы в городе живете, квартира 1500 евро стоит в месяц, то социаль, вот этот именно, где вы все оформляете, она это у вас не перемет. Это сильно дорого. Вам надо найти квартиру, которая, ну, в нормальных рамках платежа. Вот. Что еще? Если вы сюда приезжаете, например, вы можете пойти в телеком, у нас здесь есть, показывать свой паспорт, именно украинский. Ну, я знаю только именно для украинского народа сейчас, да, я не знаю, как у других, как для других это, но именно для сейчас я знаю, что вам дается до июня или июля. Я точно не знаю, потому что мой муж делал это. Вы показываете свой паспорт, и вам дается карточка на телефон, чтобы вы бесплатно, вы можете в Украину бесплатно звонить, в интернет бесплатно заходить, и здесь по Германии полностью со всеми бесплатно разговаривать, звонить, в интернет заходить, все это бесплатно. И также, если вы показываете свой паспорт, например, в транспортах, ну, при движении, так как в автобусе или в ЦУК, в поезде, вам все предоставляется бесплатно. Но я не знаю, сколько это длится, но пока в данное время все это бесплатно предоставляется. Вот. Ну, как-то так. Я сейчас скажу честно, что очень-очень у нас подорожало все. Я хотела снять вам видео, показать. Именно я показывала уже видео, да, закупка была до подорожания. Я вчера закупилась, но не успела снять. У меня до такой степени было много дел, что я купила в 2 раза меньше того, то, что вы видели. И, например, мясо у нас, курочка, грудка стоила 4,99, а сейчас стоит 7,99. Это на 2 евро. В основном все подорожало. 2 евро, 1 евро, 20 центов, 30 центов, я не знаю, ну очень сильно подорожало. Я скажу, с этой закупкой, которую я закупилась, у меня еще ни мяса не было, ни колбасы не было, ни сыра не было внутри, ну как в моей закупке. У меня не было напитков, у меня было только такие 6-12 баночек именно для деток. Я тут показываю так, в школу брать напитки. Вот, я заплатила больше 300 евро. Больше 300 евро. Я была в шоке, что так дорого. Про закупку примерно платишь, что теперь до 30-40 евро, смотря что ты покупаешь, платишь больше, чем до этого. Это очень-очень чувствуется. Зарплата, она не увеличивается из-за этого, да, если, например, кто-то думает, что сюда приедет и 380 евро на одного человека, я считаю, что это окей. Я сейчас не знаю, как именно, ну, вам не надо на все другое платить, только именно на еду, потому что остальное все оплачивается, то, ой, извиняюсь, я вас дернула, то должно вообще хватить, Так, может, кто-то хочет именно об этом узнать, что получает именно с Украины люди, как получают. И я вообще ни за кого и не против кого. Я вообще не хочу с этим связываться. У меня тоже 3 деток, у меня муж, и я вообще всего этого боюсь. И мне жалко всех людей, у кого есть война, и где надо бежать. И просто у нас сейчас одна семья живет, они уже сидели в подвалах. Я знаю, как это страшно, как он рассказывает, но до такой степени семья хорошая, я вообще не знаю. Аж сердце открывается, детки, и все равно, и они вообще... Не знаешь, иногда даже плакать хочется, как посмотришь, до такой степени благодарная семья, да. Как говорится, в любом есть народе хорошие и плохие, да, в русском, в немецком, в киргизском, в любом. Из-за этого, знаете, я так считаю, что нам надо людьми всегда оставаться, что бы ни было, кто бы мы ни были мы черные, зеленые, красные, белые, оранжевые, мы должны оставаться людьми, должны всегда оставаться людьми, дарить свет, радость. Ну, я вообще не знаю. Я слышала очень много всяких рассказов. Я стараюсь вообще ничего не смотреть и ничего не читать, потому что мне очень тяжело такое смотреть. И я даже вообще ничего не хочу больше слышать. Эта корона, она уже вот здесь стоит, да, сколько она плохого сделала. Извиняюсь, я думала, у меня там кошка пришла, так промелькнула что-то, но нет, оказалось нет. Я посмотрела. Вот, и я уже от этого, мы, знаете, так немножко здесь в Германии пострадали, так сказать, Германию так, как они нам, сколько здесь
Было очень тяжело с короной, очень тяжело. Сейчас легче стало, ты можешь заходить без масок везде. Вот. Ну, например, кто здесь приедет, приезжий, точно не знает, у нас и нету пока привив. У нас есть такие драйги, цвайги. Цвайги это значит 2G, это значит, если у тебя прививка и если ты переболел. И есть драйги, это прививка, переболел, или у тебя именно тесты сделал. Сейчас у нас такого нету, ты можешь везде нормально заходить, но в больницах еще, насколько я знаю, тебе надо делать тест, что ты не болеешь. Вот. Смотря кто. У некоторых, например, если ты к врачу приходишь, надо маску одевать, если ты в автобусе едешь или в ЦУГ едешь, ЦУГ, так тяжело, в поезде едешь, везде там надо одевать маску. А так, например, в магазины, там не надо одевать маски. Ну, как-то так, чтобы кто-то, если сюда приезжает, чтобы знали, что сейчас без проблем можно почти что везде заходить без масок. У нас есть такой house rush называется, например, если, как я работаю, например, в ресторане, и мой ресторан или моя, как шеф мой скажет, в нашем ресторане только с масками. Тогда, конечно, должны одевать маски люди, так как это house rush называется. Ну, именно вы так решили, постановили, но там есть, тогда ты не должен так делать. Ах, если вы переболели и вы привиты, вам можно без масок, а вы нет. Такое нельзя делать, это уже дискриминация получается. Вам только можно так делать, что или для всех, или не для кого. Да. Ну, вот как-то так. Если вдруг у кого-то есть вопросы, я смогу ответить, то без проблем. Насчет машин. Кто приезжает с машинами сюда, именно может быть, кто-то еще не знает этого, приезжает с Украины с машиной, вам можно пойти, вам обязательно надо идти в ЦОЛь, вам там все переоформляют это. И это, например, как мы вот делали для именно кто у нас живет, мы переоформили им, и это было все бесплатно. Потом вам надо техосмотр пройти. Если техосмотр сказал, окей, вот это неправильно, вам надо это сделать, а потом еще раз техосмотр пройти, и потом вам надо идти Zulassungsstelle, это называется на немецком, вам там переоформлять документы на немецкий. Вот, в общем, с этим проблем тоже нет. И она потом считается как уже на немецком, ты можешь как положено ездить в Германии, и ничего страшного не будет. Насчет прав я не знаю, вот, потому что не могу сказать насчет этого, еще пока про это ничего не слышала. Но насколько я знаю, когда я сюда приехала, у меня права 3 месяца были, как я могла с моими правами ездить, а потом мне надо было пересдавать. Как сейчас, это я точно не знаю. Ну, как-то вот так. Надеюсь, я могла кому-то помочь, кто-то, может, уже в Германии живет и не знает, куда и как и что. Если вдруг у вас есть вопросы, то, пожалуйста, задайте мне. Если я смогу вам ответить, я, конечно, вам отвечу. Обязательно на эти все вопросы. Чем могу, тем помогу. Я всем от всего сердца желаю мирного неба над головой, чтобы все это скорее закончилось, чтобы мы мирно дальше могли жить, чтобы мы могли дальше друг друга любить, оставаться людьми во всех ситуациях. Я всем, правда, всем, кто бы это ни был, я для всех желаю только мира, счастья, любви. Буду с вами прощаться. Увидимся в новом видео. До новой встречи. Пока-пока.